Великая белая акула – вершина пищевой цепи в океане. Или уже не вершина. Гигант, которого боятся все рыбы, может сам стать добычей. Но кто способен бросить вызов одному из самых свирепых хищников на планете? В этом видео мы раскроем тайны тех, кто охотится на самого охотника. Обязательно смотрите видео до конца, ведь в конце вас ждут самые необычные хищники. Приятного просмотра. Белые акулы. Белые акулы действительно поражают своим внушительным размером. Эти морские гиганты могут достигать длины до 5 метров, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Так, в 1945 году у берегов Кубы была поймана одна из крупнейших белых акул, длина которой составила 6,5 метров, а вес перевалил за 3 тонны. Эти акулы – настоящие мастера охоты, оснащенные мощными челюстями с острыми, как лезвия, зубами, которые позволяют им легко захватывать и разрывать свою добычу. Благодаря таким способностям белые акулы заслуженно занимают верхнюю ступень пищевой цепи. Однако, несмотря на свою силу и грозный вид, белые акулы проявляют осторожность, сталкиваясь с другими хищниками, способными угрожать их жизни. Это качество подчеркивает их выдающуюся адаптивность и умение выживать в самых разных условиях. Казалось бы, в чем здесь проблема? А проблема в том, что ученые уже второе десятилетие не могут разгадать тайну гибели гигантской белой акулы. Им до сих пор не ясно, какое существо смогло напасть на 4-метровую белую акулу, которая сама является грозой океанов. Давайте я поподробнее расскажу про этот случай. Тайна морских глубин. В 2003 году в Австралии стартовал масштабный проект по установке датчиков на спинные плавники больших белых акул с целью отслеживания их перемещений и других параметров. Среди акул, получивших такие устройства, была крупная самка длиной более 4 метров, которую специалисты назвали альфа-акулой за ее внушительные размеры. Но спустя несколько месяцев, в январе 2004 года, датчик с альфа-акулы был найден на берегу, полностью изъеденный желудочной кислотой. Данные, полученные с устройства, рассказали необычную историю, которая до сих пор ставит ученых в тупик. В один из дней датчик зафиксировал резкое погружение акулы на глубину более 580 метров, что, вероятно, указывает на нападение и быстрое погружение на дно. Затем температура вокруг датчика поднялась до 25,5 градусов по Цельсию. Такая температура характерная для желудка крупного животного. В течение 8 дней температура оставалась высокой, после чего датчик всплыл на поверхность и был найден. Этот инцидент привел ученых к выводу, что кто-то убил и съел огромную хищницу, переварив ее остатки и выпустив датчик естественным путем. Но главный вопрос остается открытым. Кто мог одолеть такую грозную акулу? Хотя исследователи предложили несколько теорий, ни одна из них пока не нашла окончательного подтверждения, как сообщает National Geographic. Одна из теорий, основанная на поговорке «всегда найдется рыбка покрупнее», предполагает, что нападение совершила еще более крупная белая акула. Белые акулы способны на каннибализм, однако температура, зафиксированная датчиком, оказалась слишком высокой для желудка акулы, что ставит под сомнение эту гипотезу. К слову, недавно в Гренландии была найдена одна из старейших акул на планете. Ученые определили, что ее возраст составляет около 500 лет. Она появилась на свет примерно в 1505 году. Эти акулы растут очень медленно, всего на 1 сантиметр в год, но при этом могут достигать впечатляющих размеров. Кто знает, может быть, именно она была той самой рыбкой покрупнее. Истинная причина гибели альфа-акулы остается загадкой, но давайте я вам расскажу о хищнике, которые вполне могли бы справиться с этой акулой. Мегалодон. Вот как вы думаете, кто реально мог бы питаться гигантскими акулами? Многие из вас, скорее всего, подумали про мегалодона, самого крупного морского хищника среди акул из когда-либо существовавших на Земле. Его размеры долгое время были предметом споров. В 1909 году, когда впервые реконструировали челюсти этого гиганта, ученые оценили его длину в 30 метров. Однако с развитием науки и появлением новых находок стало ясно, что реальная длина мегалодона была примерно 15 метров. К слову, это высота обычного пятиэтажного дома. Достаточно внушительные габариты, не правда ли?
Долгое время ученые также спорили о массе мегалодона. Сложно точно определить вес, имея в распоряжении только зубы. Попытки реконструировать массу хищника на основе пропорций белой акулы дали результат в 47 тонн. Однако, если сравнивать мегалодона с китовой акулой, то масса уменьшается до 30 тонн. Даже с такой массой наш хищник нуждался в огромных объемах пищи, больше тонны в день, а я думал, что я много кушаю. Исследования окаменелости китов показали, что многие из них были покрыты следами укусов, идеально соответствующих зубам мегалодона. Сегодня зубы мегалодона стали ценным объектом для коллекционеров. Поскольку акулы регулярно теряют зубы, они хорошо сохраняются. Самые крупные образцы стоят несколько десятков тысяч долларов. Также мегалодон обладал одним из самых мощных укусов в истории. Его челюсти могли сжиматься с силой, превосходящей в 3 раза силу укуса гребнистого крокодила, сегодняшнего рекордсмена. Челюсти мегалодона были усажены множеством острых зубов, которых у него было более 270. Эти зубы с треугольными зазубринами позволяли хищнику не проглатывать свою добычу целиком, а откусывать от нее огромные куски. Долгое время мегалодон считался родственником белой акулы. Однако по мере развития науки стало понятно, что их эволюционные пути разошлись более 60 миллионов лет назад. Однако то, что привело мегалодона к успеху, в конце концов, и стало причиной его исчезновения. Около 2,5 миллионов лет назад климат планеты начал меняться, и океаны стали охлаждаться. Крупная фауна вымирала, и хищнику стало сложно находить пищу. Гигантский кальмар. Но раз мегалодоны вымерли, значит явно не они убили альфа-акулу. Поэтому давайте я вам расскажу про более реалистичные варианты. Начну, пожалуй, с гигантских кальмаров, размер которых достигает более 15 метров. О их существовании человечество узнало еще во времена Аристотеля, когда тела этих загадочных существ иногда выбрасывались на берег, вызывая шок у случайных очевидцев. Однако первые фотографии гигантских кальмаров удалось сделать лишь в 2004 году, и их качество оставляло желать лучшего. Трудность заключается в том, что эти таинственные создания живут на глубине, куда не проникает солнечный свет. И лишь недавно удалось разработать технологию, благодаря которой были получены одни из самых четких фотографий гигантских кальмаров, а также сняты уникальные видеозаписи, позволяющие увидеть этих существ в их естественной среде. Кальмары представляют собой головоногих моллюсков с продолговатым телом и множеством щупалец. У каждого вида есть орган для измельчения пищи, называемый радулой, а также чернильная железа, которая в случае опасности выделяет защитное облако. Науке известно о существовании около 250 видов кальмаров, большинство из которых обитают в водах тропических островов. Однако об образе жизни гигантских особей известно крайне мало, поскольку ученым трудно наблюдать за ними. Предполагается, что они достигают половой зрелости к 3 годам и откладывают множество мелких яиц. Недавно было установлено, что гигантские кальмары питаются светящимися в темноте глубоководными рыбами, ловя их своими щупальцами и измельчая пищу радулой. До недавнего времени считалось, что у этих животных нет врагов, кроме кашалотов. Однако во время очередной экспедиции ученые обнаружили следы щупалец кальмара на одной из акул, причем достаточно крупного, около 9 метров. Ученые такое видят впервые. 2 самых неуловимых существа в океане встретились. Исследователи подчеркнули, эта история лишь показывает, что мы до сих пор не до конца понимаем, как взаимодействуют эти крупные животные в открытом океане и как связаны между собой мелководные и глубоководные экосистемы. Однако вряд ли убийцей альфа-акулы был именно кальмар. Они, как правило, разрывают добычу на мелкие куски, что не согласуется с данными о целиком поглощенной акуле. Касатки. Далее я хочу рассказать о самых известных охотниках на белых акул. На вершине списка хищников, которых белые акулы стараются избегать, находятся касатки, известные также как киты-убийцы. Эти мощные морские хищники, отличающиеся своим характерным черно-белым окрасом, значительно превосходят акул по размерам и массе. Взрослые самцы касаток могут достигать внушительной длины до 10 метров, а самки до 8,5 метров.
Благодаря своим огромным размерам и выдающимся охотничьим навыкам, касатки представляют серьезную угрозу даже для самых крупных и опасных белых акул. Многочисленные исследования показали, что белые акулы действительно предпочитают избегать столкновений с касатками, особенно если те появляются около их места охоты. Примечательно, что акулы реагируют на присутствие касаток даже в том случае, если те просто проплывают мимо, не проявляя агрессии. Это говорит о том, насколько велика опасность, которую касатки представляют для акул. Наблюдения за миграцией и поведением этих двух видов показали, что существует четкая зависимость между активностью акул и наличием касаток вблизи. Например, когда касатки находятся далеко от берега, белые акулы активно охотятся на морских слонов. Однако стоит касаткам приблизиться к побережью, как акулы тут же прекращают охоту и покидают эти воды. Эта осторожность связана не только с конкуренцией за добычу, но и с тем, что касатки известны своей способностью нападать на белых акул ради их печени, богатой энергией. Касатки проявляют заботу о своей группе, защищая слабых особей и детенышей от возможных атак акул, что делает их еще более грозными и организованными хищниками. Однако для белых акул угроза исходит не от каждой касатки. Их теологи, изучая поведение этих морских гигантов, разделили их на две условные группы – резидентные и транзитные касатки. Резидентные касатки ведут оседлый образ жизни, предпочитая оставаться в пределах одной территории, и живут в семейных группах. Транзитные касатки, напротив, ведут более кочевой и агрессивный образ жизни. Они охотятся на более широкий круг жертв, включая морских млекопитающих и акул. Эти касатки проявляют большую плотоядность и агрессию, что делает их опасными соперниками для любых морских обитателей, включая белых акул. Интересно, что касатки охотятся на акул с особой стратегией. Они переворачивают акулу на спину, что приводит ее в состояние тонической неподвижности, и в таком состоянии акула становится абсолютно беззащитной. Таким образом, касатки доказывают свое доминирование в океанских просторах, оставляя акулам мало шансов на спасение. Кашалоты. Но белые акулы опасаются далеко не только касаток. Например, они также стараются держаться подальше и от кашалотов. Почему же? На это есть несколько причин. Во-первых, кашалоты являются одними из крупнейших обитателей океана. Самцы кашалотов могут достигать длины до 20 метров и весить до 50 тонн, что делает их значительно более крупными и мощными по сравнению с белыми акулами. Самки кашалотов также обладают внушительными размерами, что делает этих животных грозными противниками для любой акулы. Во-вторых, кашалоты славятся своим уникальным охотничьим мастерством и социальным поведением. Они способны нырять на большие глубины в поисках крупных кальмаров и рыбы. И хотя белые акулы не являются их основной добычей, кашалоты вполне могут охотиться и на них. Их способность координироваться в группах и применять сложные охотничьи стратегии делает их опасными конкурентами в океанских водах. Кроме того, кашалоты обладают высоким уровнем интеллекта и развитыми социальными связями. Эти млекопитающие могут адаптироваться к различным ситуациям, включая встречи с потенциальными угрозами, такими как белые акулы. Их коллективное поведение и способность к взаимодействию внутри стаи добавляют им еще больше преимуществ в борьбе за выживание. Таким образом, белые акулы избегают кашалотов, так как эти гиганты представляют для них серьезную угрозу из-за своих внушительных размеров, силы, умения охотиться и высокого уровня социальной организации. Встреча с кашалотом для белой акулы может обернуться для нее крайне неблагоприятно. Морской крокодил. Ну и последняя в списке, но не по значению, угроза для белой акулы – морской крокодил. Несмотря на свою скорость и маневренность, белые акулы считают этих древних хищников серьезной опасностью. Морские крокодилы обладают мощным телосложением и агрессивным нравом, что делает их одними из самых грозных обитателей океана. Взрослые особи могут достигать внушительных размеров, вырастая до 7 метров в длину и набирая вес более тонны. Их крепкая кожа, усиленная костяными пластинами, делает их крайне устойчивыми в схватках, значительно снижая уязвимость перед ударами других хищников, включая белых акул. Встречи между морскими крокодилами и белыми акулами происходят достаточно редко.
Но когда такие столкновения все же случаются, крокодилы демонстрируют свою невероятную силу и агрессивность. Эти рептилии не упускают шанса напасть на опасную рыбу, показывая, что ей уступят в борьбе за выживание. Для белых акул такие встречи могут стать фатальными, поскольку крокодилы, используя свою невероятную силу и ловкость, способны нанести смертельные повреждения. Поэтому акулы предпочитают избегать территорий, где могут обитать морские крокодилы, стараясь не вступать в конфликты с этими мощными хищниками. Интересно, что морские крокодилы известны своим умением быстро перемещаться как в воде, так и на суше, что делает их еще более опасными. Они могут незаметно подкрасться к своей жертве и внезапно атаковать ее с невероятной силой. Эти хищники обладают огромной силой укуса, которая превышает силу укуса белой акулы. Это еще одна причина, по которой белые акулы избегают столкновений с морскими крокодилами, предпочитая не рисковать жизнью в схватке с этим древним и крайне опасным хищником. Но не надо думать, что белые акулы сразу убегают при виде кашалота или касатки. Они бесстрашные хищники, и встреча с касаткой всего лишь еще одно испытание на их тяжелом пути. Ну а если вы тоже хотите ничего не бояться и быть уверенным в завтрашнем дне, то я знаю, что вам предложить. Мы ищем сценаристов, дикторов, монтажеров и креативных продюсеров для наших роликов. Заинтересовались? Тогда переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку. Спасибо за просмотр!